Всем привет! В этом видео я расскажу, как просто сделать любой корпус или обтекатель очень простым способом. В данном случае я буду делать пластиковый обвес для квадроцикла Tesla. Кстати, все вспоминая игру Crossout и долгое время понимал, как же там не хватает заряженного квадроцикла, а потом догнал, его же можно сделать там самому. Да-да, вы не ослышались, квадроцикл с бензопилами или может быть супербыстрый с лазерами. В этом онлайн-экшене ты можешь собрать любую боевую машину из 1000 деталей и покорять мир своим безумием инженерной мысли. А совершенно недавно в игру добавили новую фракцию строителей-инженеров. Теперь можно собирать экскаватор или бульдозер. Теперь фраза «мы их зароем» будет звучать еще угрожающе. Вы можете сами собирать машины или же взять чертежи с выставки. Прокачивайтесь и получайте новые детали за победы над врагами. Зарабатывайте респект разных фракций, чтобы они открывали вам доступы к топовым технологиям. Я просто обожаю выпускать пар в Crossout, разрывать в клочья противников взрывными копьями или беззащитно подвесить на лебедке. Пустоши должны дрожать от одного вашего имени. Выполняйте миссии, бейтесь в клановых зарубах и сражайтесь с боссами. Тут даже рынок есть, где игроки могут продавать и покупать детали и многое другое. Если я вас не убедил, то попробуйте сами. Качайте Crossout бесплатно по моей ссылке в описании и получайте крутые бонусы на старте. Для этого я взял 5-мм проволоку, которую нужно будет выпрямить в ровные прутки. Если у вас есть где купить проволоку прутками, лучше это сделать, так как на выпрямление уходит немало времени. Я не буду использовать пенопласт или монтажную пену, все будет сделано из проволочного каркаса. Каркас будет вариться на раме через шпильки, которые сделаны из той же проволоки. Начал работу снизу, приварил две первые шпильки. К ним из прутка приварил элемент порога, так чтобы подходило по пропорциям и не задевало цепь. Теперь есть от чего отталкиваться, и можно приваривать следующие грани корпуса. В такой работе хорошо помогает болторез, так как болгаркой не везде можно подлезть. Не знаю, будет ли еще кто-то делать такой обтекатель, и нужно ли оставлять размеры всех граней. Если что, пишите об этом в комментариях. Сначала сварил одну сторону и затем отзеркалил ее на другую. Далее стал соединять две стороны пирамидальной крышкой. В конце концов, сделал заднюю часть. Остался носовой щиток-обтекатель, который я сварил отдельно от рамы. Выглядит, как будто с 3D-модели убрали все текстуры. Можно переходить ко второму этапу – обтягивания каркаса эластичным материалом. В моем случае материалом послужит ткань лайкра в количестве 2 погонных метров. Не нашел у себя в хозяйстве ножниц, которые хорошо бы резали эту ткань. Резал ее строительным ножом. Попробовать решил на переднем щитке. В процессе обтяжки помогают обычные белевые прищепки. После примерки прищепки нужно убрать, а ткань будет держать на каркасе секундный клей. Он отлично пропитывает ткань и прилипает к металлическому каркасу. Ускорял схватывание клея специальным спреем. Ткань приклеена к каркасу, и теперь ее можно пропитать полиэфирной смолой. Через час смола схватилась, и материал стал похож на армированный полиэтилен. Спустя сутки он стал похож на пластик для барабанов. Эксперимент прошел удачно, а значит так нужно сделать со всем каркасом. Снял с рамы все, что можно запачкать, и продолжил работу.
Кстати, эта ткань хорошо режется горячим ножом. Все буду делать по аналогии с передним щитком. Но тут будет сложнее, так как есть внутренние грани. Решил ткань каркасу пришить обычными нитками. Получившийся шов пропитал клеем. Всю ненужную ткань по краям срезал ножом. То же самое проделал и с другой стороны, но тут я не использовал ниток, всю ткань получилось приклеить. Осталось обтянуть крышку, и можно пропитывать смолой. На этом этапе, если что-то не нравится в пропорциях, всегда можно оторвать ткань и переделать каркас. Получился такой корпус, но оставлять его в таком виде не имеет смысла, так как его может проткнуть любая ветка, да и на нем много дефектов. Корпус нужно будет укрепить стекломатом, лучше всего это сделать снутри, но я сделал это снаружи, так не хочу на этом этапе срезать каркас, да и все равно нужно будет дорабатывать корпус шпаклевкой. Для удобства буду пропитывать стекломат на столе, а потом уже наносить его на ткань. После высыхания получился прочный стеклопластиковый корпус. Начал его доработку с обрезания сосулек по краям. Перед нанесением шпаклевки убрал большинство неровностей орбитальной машинкой. Стеклопластик получился толстым, и я зашпаклю его обычной двухкомпонентной шпаклевкой. Для уверенности его можно зашпаклевать массой со стекловолокном. Спустя 10 минут шпаклевка высохла, и я стал обрабатывать поверхность наждачной бумагой. На весь проект ушло 2 килограмма шпаклевки. Далее нужно выровненную поверхность загрунтовать. Место под сидушку не стал трогать, позже склею ее также из стеклопластика. Подошла очередь крыльев. Для их изготовления прикрутил полосу, к ней буду приваривать проволочный каркас и тоже обтяну его тряпкой. Таким образом сделал все 4 крыла и покрыл их смолой. А так квадроцикл выглядит в собранном виде.
И если вам понравился данный способ изготовления пластика для квадроцикла, ставьте лайк. И если вам нужны размеры, пишите об этом в комментариях. А пока всем спасибо за внимание, увидимся в следующей части.